Всем привет! Сегодня готовим самые нежные и сочные куриные котлеты. Котлеты имеют совершенно потрясающий нежный сливочный вкус. Уверена, они очень понравятся и детям, и взрослым. Предлагаю подать котлеты с очень вкусным сметанным соусом. А на гарнир к ним отлично подойдет картофельное пюре, белый рис или вермишель. Котлетки получаются очень нежные и вкусные. Посмотрите, так и хочется съесть кусочек этой замечательной ароматной котлеты. И для того, чтобы приготовить эти замечательные куриные котлеты, мне понадобится куриное филе примерно 550 граммов, 1 средняя луковица, 1 желток. Сливочный вкус котлетам придаст сливочный сыр. У меня здесь сыр маскарпоне. Можно использовать любой сливочный сыр. Можно использовать, например, крем-чиз. Либо использовать не только сливочный сыр, но и творожный. Это может быть сыр типа альметта. Вы, в общем, подбирайте все, что у вас есть по вашему вкусу. Потому что именно сыр придаст этот нежный вкус котлеткам. Также мне понадобится по вкусу соль. Буду использовать не черный перец, а белый перец, чтобы котлеты получились именно такие нежные. У меня здесь примерно пол чайной ложки белого перца. Конечно, перец корректируйте по вкусу. Также у меня здесь пол чайной ложки сушеного базилика и пол чайной ложки паприки. И, конечно, займемся приготовлением фарша. Курицу я режу на небольшие кусочки, чтобы ее было удобнее измельчать в блендере. И также разрежу луковицу. Перекладываю кусочки курицы вместе с луком в блендер и буду все измельчать. Я измельчаю курицу с луком достаточно мелко, чтобы котлеты получились нежными. В подготовленный фарш я добавляю сливочный сыр. Добавляю желток, специи и соль. И, конечно, хорошо все перемешиваю. Именно благодаря сливочному сыру эти котлеты получаются невероятно нежные. Чтобы котлеты получились вкусные, надо обязательно попробовать фарш. Но его ни в коем случае не надо пробовать сырым. Отберите немного фарша и приготовьте его быстро в микроволновке. И попробуйте. И вы будете понимать, надо добавить немного специй или соли. Фарш я оставлю ненадолго промариноваться, а сама в это время приготовлю вкусный соус к котлетам. Для того, чтобы приготовить простой сметанный соус, мне понадобится 100 граммов жирной сметаны, примерно 100 мл воды. Водой будем корректировать консистенцию соуса. 20 граммов сливочного масла, 10 граммов муки и также соль и белый перец по вкусу. Также у меня здесь щепотка мускатного ореха и пол чайной ложки сушеного чеснока. На сковородку я отправляю сливочное масло и растапливаю его. Сейчас всыпаю на сковородку муку и обжариваю ее в сливочном масле, но не сильно. Обжаривать муку можно и до светлого коричневого цвета, и до более темного. Тогда, соответственно, соус получится более темным. Вот так слегка обжарила муку и теперь добавлю немного воды. Перемешаю до однородности. Самое главное добавлять все постепенно и перемешивать, чтобы соус получился без комочков. Теперь добавляю сметану. Перемешиваю. Добавляю в сковородку все специи и соль. Перемешиваю. И сейчас буду корректировать густоту соуса водой. Делайте такую густоту, какая вам нравится. Я добавлю совсем немного воды еще. Посмотрите, какой соус у меня получился.
Обязательно смотрите, соус сейчас по густоте вот такой более жидкий. После того, как он постоит, он чуть больше загустеет. И обязательно соус надо попробовать на вкус. Я попробовала. У меня сметана такая довольно кислая, поэтому я добавила щепотку сахара, чтобы сбалансировать вкус соуса. Хорошо перемешиваю, и мой соус полностью готов. Сейчас будем формировать котлеты. Для панировки я буду использовать муку. Также я подготовила доску, которую я закрыла пищевой пленкой. Руки смачиваю в воде и формирую котлеты. Конечно, размер котлет выбирайте сами, какой вам больше нравится. Я буду вот примерно такие делать небольшие котлетки. Перекладываю в муку, сформирую сразу несколько штук. Фарш очень нежный. Ну и теперь, конечно, котлетки обваливаю в муке. И формирую ту форму, которая мне нравится. Сегодня котлетки я буду делать кругленькой формы. Как видите, толщина не слишком большая. Котлетки будут очень быстро обжариваться. Обязательно стряхиваем лишнюю муку, чтобы мука не горела в масле. Я включила разогреваться сковородку и наливаю немного растительного масла. Выкладываем на сковородку котлетки и, конечно, стряхиваем лишнюю муку, чтобы мука не горела в масле. Котлеты очень нежные, поэтому обращаться с ними надо очень аккуратно. Буквально пара минут и переворачиваю котлеты на другую сторону. С каждой стороны котлеты я обжариваю буквально по 2-3 минутки. Куриный фарш готовится очень быстро. Готовые котлеты я снимаю на тарелку с бумажными полотенцами, чтобы убрать с них лишний жир. Я очень люблю куриные котлетки, а эти получаются вообще восхитительные. Обязательно с соусом. Кстати, сюда подходит не только сметанный соус, но и грибной или сливочный, сырный. Они у меня есть на канале. Если хотите, заходите и посмотрите. И я сейчас попробую. Котлеты получились очень сочные. У них реально такой нежный сливочный вкус. Я всем рекомендую приготовить и попробовать. Тем более, что готовятся они очень быстро и просто. И самое главное, не пережаривайте котлеты. Именно тогда они будут сочными. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук. Позитивная кухня. Всем пока!